Друзья, всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Надеюсь, вы знаете, что у клиентов бывают разные типы кожи и кутикулы. У кого-то она тонкая, быстро легко поддается обработке, но у некоторых клиентов кутикула более сложная, так сказать. Например, стелется на ногтевую пластину, прорастает капиллярами. Клиенту неприятно при удалении кутикулы. Не все мастера могут справиться с такой работой. В данном ролике я покажу, как удалить проблемную стелющуюся кутикулу. Ну что ж, ко мне уже пришла модель. Это моя конкурсная модель, с которой я подготавливалась к чемпионату. Я выполняла акриловое моделирование, после чего убрала длину, снизу выпилила толщину, покрыла гель-лаком. Прошло уже больше 1,5 месяцев. Давайте посмотрим, как отросла кутикула. Здесь у нас уже 1,5 месяца не было маникюра, но что я вам хочу сказать, что уже прогресс отрастания кутикул просто налицо. До этого кутикула была сильно стелящейся, буквально на 2 мм на ногтевую пластину. Сейчас я ее просто уже не узнаю. Я считаю, что если мы будем регулярно делать маникюр, то, возможно, кутикула станет более послушной и не будет так просто налипать. Это первый важный лайфхак, то есть регулярное применение инструментов удаления кутикулы способствует ее меньшему нарастанию. Перед выполнением маникюра мне, конечно же, необходимо снять старое покрытие, сделая при помощи черной вольфрамовой насадки, которую я приобретала на выставке. Кстати, вы можете посмотреть видео об этом. И после этого выполним удаление кутикулы. Возьму пылесос для того, чтобы пыль у меня не разлеталась по всему столу. Вот она, моя черная вольфрамовая насадка. Она мне уже отслужила верой и правдой при подготовке к чемпионату. Я ей снимала столько раз акриловые ногти. Она, кстати, обратите внимание, уже теряет свой черный оттенок, уже стала более золотой. Но от этого ее режущие способности, так сказать, не ухудшились, не изменились. Как всегда, снятие произвожу на максимальных оборотах, в положении форвард. И аппарат у меня Strong 210, рукоятка 105L. Убираю старое покрытие. Изначально у моей модели ногти выглядели несколько иначе. Это был длинный арочный квадрат. После этого я их изменила на форму овал-миндаль. Мы с вами видим, что покрытие отлично проносилось. Я убираю толщину, убираю сместившийся апекс, наивысшую точку, и также убираю толщину на свободном крае. Полностью ногти я не снимаю, меня интересует оставить тонкую подложку. Кстати, салфетку на свой пылесос я положила для того, чтобы при съемке не терялся фокус, а также для того, чтобы не забивался мешочек пылесос, я просто выкину салфетку и пылесос останется чистым. Мы решили немного убрать длину, и это я сделаю сразу при помощи аппарата. Придаю форму свободному краю, делаю форму миндаль и сглаживаю поверхность между натуральным ногтем и отросшим материалом. У кутикулы тщательной пилкой я не прохожусь, так как впоследствии я это сделаю при помощи насадки. Вот что у нас получилось после снятия. Уже часть кутыриги убралась при помощи пилки. Теперь моя задача приподнять кутикулу и ее удалить. Для приподнятия я буду использовать палочку апельсин. Это тоже такой лайфхак при работе со стелящейся кутикулой. Мы с вами видим красную область над кутикулой. Это говорит о том, что близко расположены капилляры. Поэтому зачастую, когда вы работаете пушером, можете создать неприятное ощущение у клиента. А палочкой это все безопасно и менее болезненно, так сказать. Формирую хороший карман под кутикулой, чтобы моя насадка без проблем туда вошла и удалила налипшую кожу. Для приподнятия кутикулы буду использовать алмазную насадку диаметр 0,21 пламя с красной насечкой. При обработке сильно не давлю на ногтевую пластину, а боковые валики буду обрабатывать чуть позднее.
Обработала левую часть кутикулы, переключаю реверс на 17 тысяч и обрабатываю правую часть кутикулы. Еще больше открываю карман кутикулы и в обратную сторону выглаживаю юбочку кутикулы, приподнимаю ее для того, чтобы я видела, что происходит внутри. Все ли я убрала, все ли я дочистила. У меня 2 шарика с разным абразивом. Сейчас я начну работать. Удалили кутикулу, и теперь возьму силикон-карбидный шлифовщик для того, чтобы зашлифовать мелкие заусенцы. Закончили обработку аппаратом, удалили кутикулу стелющуюся, не использовали при этом режущие инструменты. Именно такой вид маникюра наиболее эффективен для такого типа кожи. Давайте подведем с вами итоги маникюра. Для того, чтобы безопасно выполнить маникюр на такого типа кожи, необходимо, первое, выполнять аппаратный маникюр без режущих инструментов. Таким образом, меньше вероятность поранить клиента, так как кожа будет постепенно слой за слоем спиливаться. Второе, отодвигайте кутикулу аккуратно апельсиновой палочкой. Третье, если вы видите, что кожа покраснела, пропускайте данный участок, переходите к следующему. Четвертое, это обязательно формирование юбочки, которую вы срежете аппаратом. И пятое, работаем очень аккуратно, филигранно, для того, чтобы результат радовал и клиента, и вас. Кстати, на этих ноготочках я сделала коррекцию и покрытие. Если интересно посмотреть коррекцию без опила и новогодний дизайн, скорее ставь пальчик вверх и не забудь подписаться на наш канал. Продолжение будет во второй части данного ролика. Пока-пока!